Приветствую, друзья! С каждым днем Земля становится все менее спокойной. Природа будто восстает против нас и делает это с ужасающей силой. Это хроника мира, который меняется прямо сейчас. В среду мощный зимний шторм обрушился на Калгари и прилегающие районы канадской провинции Альберта. Экстремальные погодные условия, характеризующиеся сильным снегопадом и порывами ветра до 90-100 км в час, привели к многочисленным авариям, закрытию трасс и сбоям в работе общественного транспорта. Самый серьезный инцидент произошел на шоссе номер 2 между Калгари и Эйрдри, где в условиях почти нулевой видимости образовался массовый затор с участием от 80 до 100 автомобилей. Полиция была вынуждена перекрыть участок трассы из-за застрявших большегрузов и множественных столкновений. Королевская канадская конная полиция выпустила экстренное предупреждение, призывая жителей воздержаться от любых поездок по провинции. В самом Калгари ситуация остается критической. Управление образования города предупредило о многочасовых задержках школьных автобусов, из-за чего школы допоздна оставались открытыми, чтобы обеспечить безопасность детей. Городской транспорт работает с серьезными отставаниями от графика, а все внеклассные мероприятия и спортивные соревнования в среду были отменены. Международный аэропорт Калгари был вынужден временно приостановить все полеты во второй половине дня среды для проведения полноценной очистки взлетно-посадочных полос от снежных заносов. Авиакомпания WestJet объявила о массовой отмене и переносе рейсов, возобновив часть полетов только после 14:30, когда видимость немного улучшилась. По данным метеорологов, в регионе уже выпало до 20 сантиметров снега, а в некоторых районах севернее города высота снежного покрова достигает 30 сантиметров. К вечеру 17 декабря снегопад в Калгари начал стихать, однако на смену ему идет арктический холод с температурой до минус 17 градусов Цельсия. Власти предупреждают о сохранении опасных условий на дорогах из-за гололедицы и снежных переметов. Северо-восточные регионы России столкнулись с пиком зимних холодов. В Якутии установились экстремально низкие температуры, которые в ряде районов достигли и преодолели отметку в минус 60 градусов. О сложнейшей обстановке на трассах сообщают водители-дальнобойщики, для которых декабрь стал настоящим испытанием. Водители большегрузов делятся кадрами из ледяного ада. По их сообщениям, при температурах ниже 55 градусов техника начинает отказывать. Металл становится хрупким, а специализированная арктическая резина теряет эластичность, из-за чего шины буквально лопаются при движении или после ночной стоянки. Густой морозный туман на дорогах ограничивает видимость порой до нескольких метров и создавая угрозу серьезных ДТП. Официальные метеослужбы сообщают, что средняя температура в декабре в Якутии оказалась ниже климатической нормы. Температура в большинстве районов республики опустилась до минус 50, минус 52 градусов. В наиболее холодных точках, включая традиционные полюсы холода Оймекон и Верхоянск, столбики термометров приблизились к отметке в минус 60 градусов. Региональные службы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок в одиночку. На трассах развернуты мобильные пункты обогрева, однако из-за огромных расстояний и суровых условий помощь не всегда может прибыть оперативно. Школьники Якутска и других населенных пунктов переведены на дистанционное обучение. Согласно местным регламентам, занятия для всех классов отменяются при температуре минус 50 градусов и ниже. Синоптики предупреждают, что ослабление мороза в ближайшие дни не ожидается. Экстремальные холода продолжат удерживать регион в ледяных тисках как минимум до конца текущей недели. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного.
В ночь на вторник популярный курортный район Ла-Кала-де-Михас в испанской провинции Малага стал эпицентром разрушительного шторма. Разгул стихии начался внезапно. По оценкам метеослужб, скорость порывов ветра в эпицентре превышала 130 км в час. Основной удар пришелся на прибрежную полосу и портовую зону, где сила ветра была наиболее разрушительной. Мощные воздушные потоки подняли в воздух и выбросили на берег пришвартованные лодки и катамараны. Очевидцы и сотрудники порта сообщают, что несколько судов были буквально вырваны из воды и отброшены на значительное расстояние на сушу. Крупные пляжные конструкции, рассчитанные на сильные морские бризы, были сдвинуты со своих мест или полностью разрушены. По официальным данным мэрии Михаса, как минимум 8 автомобилей получили серьезные повреждения в результате падения деревьев и обломков конструкций. Полностью уничтожено рождественское освещение, установленное к предстоящим праздникам. Поваленные деревья и опоры линий электропередач стали причиной временного перекрытия 3 центральных улиц. Помимо порта, значительные повреждения зафиксированы еще в 7 различных точках города. Несмотря на масштаб материального ущерба, жертв и пострадавших среди населения нет. Муниципальные службы экстренно приступили к расчистке дорог от упавших веток и восстановлению электроснабжения. Метеорологи продолжают анализировать данные, чтобы точно классифицировать явление. Однако предварительные свидетельства указывают на то, что это был водяной смерч, вышедший на сушу и превратившийся в кратковременный, но мощный торнадо. Жителей и туристов просят проявлять осторожность при посещении пляжных зон. В среду бразильский город Петрополис, расположенный в горном регионе Серрано бразильского штата Рио-де-Жанейро, оказался в эпицентре стихийного бедствия. Мощное наводнение, спровоцированное экстремальными ливнями, парализовало жизнь города, превратив его улицы в бушующие потоки. Потоп начался после затяжных дождей, которые пошли еще во вторник вечером и достигли критической интенсивности в ночь на среду. Согласно отчету Центра мониторинга природных катастроф, всего за 6 часов в регионе выпало около 170 мм осадков. Это 70% от всей месячной нормы декабря. Резкий подъем уровня воды привел к мгновенному выходу рек из берегов. Эпицентр удара стихии пришелся на исторический центр Петрополиса. Ключевые магистрали ушли под воду, уровень которой в некоторых районах поднялся выше колена, смывая припаркованные автомобили, мусорные контейнеры и уличные конструкции. Сообщается о затоплении первых этажей жилых домов и коммерческих зданий. Власти города оперативно ввели режим чрезвычайной ситуации. Работа общественного транспорта была полностью парализована, торговые точки закрылись, а занятия во всех школах были отменены. Учебные заведения перепрофилировали в пункты временного размещения для эвакуированных жителей, чьи дома оказались в зоне риска. Экстренные службы разослали массовые оповещения о высокой вероятности оползней, которые являются главной угрозой в этом холмистом регионе. Губернатор штата Рио-де-Жанейро организовал специальный комитет по чрезвычайным ситуациям для координации спасательных работ и оказания помощи пострадавшим муниципалитетам. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако спасатели продолжают обход территорий. Метеорологи объясняют аномальный ливень столкновением холодного фронта с потоками влажного воздуха из бассейна Амазонки. Эксперты подчеркивают, что участившиеся экстремальные погодные явления в этом регионе напрямую связаны с глобальными климатическими изменениями. Штат Вашингтон столкнулся с последствиями разрушительного паводка, вызванного аномальной неделей непрекращающихся проливных дождей. Критическая ситуация достигла пика в ночь на вторник, когда сразу на 2 ключевых реках региона произошли прорывы дамб, что привело к затоплению жилых кварталов и массовой эвакуации населения. Ночью в экстренные службы начали поступать десятки экстренных звонков от жителей города Пасифик в округе Кинг. Люди сообщали о стремительном затоплении жилых помещений. В некоторых районах вода прибывала так быстро, что жильцы первых этажей оказались заблокированы. Причиной катастрофы стал прорыв защитной дамбы на реке Уайт-Ривер. Власти незамедлительно объявили эвакуацию жителей. Спасательные отряды работали в экстремальных условиях, в ряде случаев эвакуируя людей через окна домов.
По официальным данным, из опасной зоны были выведены жители более чем 220 домов. К счастью, благодаря оперативной работе экстренных служб погибших и пострадавших нет. Инцидент в Пасифике стал вторым за сутки. Всего за несколько часов до этого аналогичная ситуация произошла на реке Грин-Ривер в районе города Туквилла. Состояние гидротехнических сооружений региона вызывает серьезные опасения у экспертов. Глава Департамента природных ресурсов округа Кинг Джон Тейлор выступил с экстренным заявлением, отметив, что система дамб региона находится в критическом состоянии. По его словам, из-за недельного перенасыщения почвы влагой и колоссального давления речной воды в системе выявлено более десятка уязвимых участков, которые могут разрушиться в любой момент. На данный момент в зоне подтопления работают инженерные бригады, пытающиеся укрепить ослабшие участки насыпей мешками с песком и временными конструкциями. Жители эвакуированных районов размещены в пунктах временного проживания. Метеорологи предупреждают, что, несмотря на возможные кратковременные перерывы в осадках, уровень воды в реках Уайт-Ривер и Грин-Ривер останется рекордно высоким еще несколько дней. Власти призывают граждан сохранять бдительность и следить за обновлениями систем оповещения, так как угроза новых прорывов сохраняется на всей территории округа Тинг. Королевство Саудовская Аравия столкнулось с чередой экстремальных погодных явлений, охвативших страну. Мощный штормовой фронт принес в центральные и восточные регионы катастрофические ливни, в то время как на северо-западе пустынные горы скрылись под слоем снега. Основной удар стихии пришелся на город Бурайда в регионе Эль-Касим. Наиболее критическая ситуация сложилась в районе Мишаль, где из-за неисправностей дренажных систем и интенсивных осадков улицы превратились в реки. Дождевая вода затопила сотни автомобилей и первые этажи зданий, фактически заблокировав жителей в их домах. Силы гражданской обороны провели серию спасательных операций по эвакуации людей из зон подтопления. Муниципалитет Касимского региона задействовал парк специализированной техники и мобильные насосные станции для экстренной откачки воды с ключевых магистралей, чтобы восстановить транспортное сообщение. В столице страны, Эр-Рияде, из-за ливней была временно парализована дорога имени короля Фахда, одна из главных транспортных артерий города. Аналогичные проблемы с подтоплением улиц зафиксированы в восточных районах города Даммам, где уровень воды на дорогах препятствовал движению легкового транспорта. Национальный центр метеорологии продлил действие красного уровня опасности для ряда регионов, включая Эр-Рияд и Восточную провинцию. В связи с погодными условиями учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. Гражданам рекомендовано избегать низин и русел высохших рек, которые в считанные минуты наполняются бурными потоками воды. Службы Красного полумесяца и гражданской обороны переведены в режим максимальной готовности. Контрастом к наводнениям на юге и востоке стал снегопад на северо-западе страны. 17 декабря гора Джабаль-эль-Лаус в провинции Табук покрылась снегом. Редкое для региона природное явление привлекло внимание местных жителей, однако власти ограничили доступ к горным районам из-за обледенения дорог и густого тумана, снижающего видимость до минимума. Синоптики прогнозируют сохранение нестабильной погоды и вероятность новых осадков в центральных районах Саудовской Аравии до конца текущей недели. Мощный циклон обрушился на южные регионы Ирана, спровоцировав масштабные наводнения и заставив власти объявить красный уровень метеорологической опасности. Под ударом оказались провинции Фарс, Бушер, Хормазган и Керман, а также острова в Персидском заливе. В провинции Фарс ситуация оценивается как наиболее тяжелая. В городе Ламерт всего за сутки выпало 95 мм осадков, что привело к разрушению около 130 старых домов с традиционными соломенными крышами. В районе города Гераш губернатор сообщил о критическом состоянии гидротехнических сооружений. Более 95% муниципальных земляных дамб переполнены и находятся на грани прорыва, из-за чего вода начала затапливать жилые кварталы и сельские постройки.
В провинции Фосса в результате размыва дорог была полностью прервана транспортная связь с 11 деревнями. Стихия парализовала жизнь на туристических и промышленных островах. На острове Киш непрерывные ливни привели к затоплению всех городских районов. Уровень воды на улицах сделал невозможным движение транспорта. Аналогичная ситуация сложилась на островах Кешем и Хормоз. В провинции Хормоздан под воду ушли отдельные районы портового города Бендер-Аббас. Сообщается о затоплении жилых домов, объектов инфраструктуры и блокировке ключевых городских магистралей. Метеорологическая служба Ирана предупреждает, что пик штормовой активности еще не пройден. Сильные дожди, вызванные глубоким атмосферным фронтом, продлятся как минимум до конца недели. Силы иранского общества Красного полумесяца переведены в режим полной готовности для эвакуации населения из наиболее опасных зон. Власти призывают граждан не приближаться к руслам рек и дамбам, а также воздержаться от любых поездок по югу страны до нормализации погодных условий. Жители прибрежного турецкого города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг внезапно обнаружили, что Мраморное море отступило от береговой линии примерно на 20 метров. Обмеление произошло стремительно. Еще неделю назад уровень воды был в норме, однако к середине декабря море обнажило дно, превратив прибрежные отмели в песчаные островки. Десятки лодок и небольших судов, припаркованных у пирсов, оказались на суше. Некоторые жители, помня о разрушительных сейсмических событиях в регионе, выразили опасения, что подобный уход воды может быть предвестником крупного землетрясения. Однако эксперты обсерватории Кандилли и Института исследований землетрясений при университете Багазичи поспешили успокоить общественность. Согласно их анализу, данное явление носит исключительно метеорологический характер и не связано с тектонической активностью. Основной причиной снижения уровня воды стали резкие перепады атмосферного давления в сочетании с сильными сезонными ветрами, которые буквально оттеснили водные массы от берега. Специалисты отмечают, что подобные инциденты происходят в Мраморном море с определенной периодичностью. По прогнозам, как только метеорологические условия стабилизируются и направление ветра изменится, уровень моря вернется к своим привычным границам. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.